Здрасте. Всем доброго испанского утречка. И сегодня мы поедем с вами подаваться на документы, на карточку ТИЭ, на продление мою. Потом нужно будет заехать еще карточку Игоря забрать в другое отделение полиции. И, наверное, какие-то еще домашние дела поделаю. Хотела свой цветник немного привести в чувство. Займусь цветочками, наверное, сегодня. Так что давайте начнем. Заехали поменять шины. Надо, уже износились наши. Передние две поменяли где-то недельку назад. И вот нам позвонили, сказали, что задние пришли. Сейчас будем задние менять. Мальчики работают. Такая испанская шиномонтажка. Так, подняли машину нашу. Сейчас будут менять. И вот заехали на заправочку. Стоят такие аппараты. На некоторых заправках бесплатные, на некоторых платные. Что проверять давление в шинах. Вот, нам нужно 2,40 на задние шины, а у нас 2,95 было. И сейчас подспустим немного, выровняем машину полностью по всем шинам. И можно дальше в путь отправляться. Не приняли нас в том отделении полиции, в котором у меня была запись. Сказали, езжайте по месту прописки. Я ему говорю, по месту прописки нет сет. Он на меня ржет, смотрит, ржет. Говорит, да. Я говорю, ну классно. Поехали в другое отделение, там, где Игорь подавался на карточку, забирать его карту. Спросили у мужика тут по месту. Он такой, да, заходите, примем ваши документы. Без записи, без ситы, без очереди. Такой милый просто. Это знаете, когда в одном отделении один закон, в другом отделении другой закон. Общего закона на всю Испанию нет. Очень большую роль тут играет человеческий фактор. Вернулись домой. Посылочка пришла, смотрите. Под коврик спрятали. Звонит мне чувак, спрашивает. Ты дома? А в Испании никогда не предупреждают, что посылки приходят. Ни смс-ки, вот сегодня вам придет посылка. Ни времени, когда она придет. Он говорит, вы дома? Я говорю, нет. А он мне начинает какую-то речь выдавать длинную на испанском. Я говорю, я не говорю по-испански. Он говорит, а я не говорю по-английски. Да, класс. Вот и поговорили. Ну, в общем, он собрал все свои знания английского, я собрала все свои знания испанского. И как-то мы договорились, что посылку он оставит под дверью. Вот так вот. Сейчас будет распаковочка. Первое, что вижу, это чехол. Чехол для телефона. Не мне, Игорю. Вот такой, смотрите, какой классный, с оленем. Очень красивый, очень качественный. Вау. Круто. Это зеркало. Зеркало на телефон. Сейчас покажу. Вы серьезно? Должна быть защитная пленка, по идее. Вот так выглядит. Но это должна быть защитная пленка. Она должна быть идеально зеркальным. Да, это пленка. Оп. Зеркальце, посмотрите на себя. Клеится сзади на телефон. На магните оно тут. Вот так на магните примагничивается сзади на телефон, чтобы было видно, как себя снимает. Давай, разбей его сразу же. Не успела прийти. Так, есть. Это пояс мне на платье летний. Вот такой, в стиле бохо. На платьечко летний поясок. Это что? Это у нас чехол для спонжа.
для спонжа для макияжа, чтобы хранить его аккуратно и красиво. Какая прелесть, вот такой вот. А тут подмигивает, а тут не подмигивает. Так, открывается, кладете сюда спонжик и закрывается. Чудо китайской техники. Лапочка. Хорош. Я думаю, этот. Это защитные стекла для телефона в количестве 2 штук. Ну, такие антишпионские, знаете, вот черное оно. Когда под углом смотришь на телефон, то человеку, который смотрит в твой телефон под углом, не видно, что ты в нем делаешь. 2 стекла и 2 набора очищающих салфеток. И моя прелесть. Аппарат для маникюра в виде ручки. А это фреза к нему. Та-да-да-та-та-та-та. Что у нас тут есть? Инструкция на китайском и на английском. Еще инструкция. И вот такой вот он. Вот, красавчик. Маленький, удобный, заряжаемый. А зарядка есть? Зарядка есть, и даже одну фрезу положили керамическую. Вот, большой аппарат мне ни к чему. Тот, который, знаете, такой стационарный, который ставится, там включается в розетку, к нему подключается на шнурке еще эта ручка фрезовая. Я не профессионал, и сам маникюр я делать не планирую этим аппаратом. Я люблю обрезной маникюр, а он мне нужен, чтобы снимать покрытие с ногтей, гель-лак. Чтобы каждый раз его не зачищать пилкой, не размачивать. Так, прошелся и снялось все. А ну-ка. А! Не страшно. Ну, красивый, классный, железный. Не пластмасса, это все железо. Я читала по отзывам, по рекомендациям в интернете, какой заказать на Алиэкспрессе, чтобы он не был пластмассовый, чтобы он не поломался там через полгода. И вот этот он такой увесистый, тяжелый, довольно-таки. Ну все, конец. Вот такая маленькая китайская распаковочка получилась. Все, что нужно для дома. Без этих вещей никак нельзя было прожить. Да. Муж уже уехал по работе, а я сходила в магазин, докупила то, чего мне не достает для полного счастья. Покажу сейчас вам. Взяла кофе. Наш кофе закончился, а тут была акция. Скидка на второй кофе 50%. 2 пачки будет в доме. Дальше молоко. Дальше йогурт. Ведро йогурта. Буду с него делать творог, потому что в Испании творог не продается, только в каких-то специализированных русско-украинских магазинах. Но он там стоит как крыло самолета. Поэтому буду сама делать творог, а из творога сырники. Сырников захотелось мне. Дальше, что у меня тут? Протеиновые батончики без сахара на перекус. И булочка, цельнозерновая булочка. Хочу позавтракать таким тостом из авокадо, красной рыбки, Филадельфии. Сейчас разрежу ее, поджарю чуть-чуть и сделаю себе такой вкусный бутербродик на завтрак. Вот это все мне обошлось, не знаю, 10 евро. Вот это вот, в общем, 10 евро. А вот это 5. В общем, 15 евро такой набор продуктов. А вот чеки нашла. 10,39 и 5,23. Ну, тут самые дорогие это батончики, они вот почти 5 евро стоят. Если их откинуть, то это все будет 10 евро тоталом.
холодильник поставить. Так. Куда йогурт кинуть? Сюда кину. Старая упаковка. Люблю этот кофе. Не реклама ни разу. Но его нет в наших магазинах, которые у меня под домом, поэтому взяла местный испанский. Да, испанский что-то. Непонятно. Дольче Густо это, по-моему, вообще международная фирма. Он Nestlé Дольче Густо, да, это международное что-то. Ну, все на испанском. Хочу на вот этом верхнем, который будет основным, срезать крышечку, чтобы он удобно стоял и было удобно его, эти капсулы, брать. Все, готово. Так, взял ручкой, зарядил в кофемашину, сварил себе кофе и пьешь. Так, это в мусор. Так, вот это тоже. Тост. Вот у меня хлебушек, булочка моя, паста из авокадо. Авокадо сразу переминаем и складываем в такой, это, сейчас покажу вам, такой мешочек для кремов. Так выдавливаешь на бутербродик. Филадельфия. Открытая даже. Вот это оставляет. Это явно не я открывал. Я вот эти штуки сразу выкидываю. И красная рыбка. Красная рыбка собственного посола. Начнем. Наверное, первый раз в жизни пробую цельнозерновой хлеб. Вот такое. Не айс. Ладно. Одну часть оставлю на завтра. А может на попозже сегодня. А вторую часть будем оформлять. Рыбку нужно нарезать. Подготовить предварительно все. Чтобы хлеб кинуть на сковородку, и потом на горячий хлебушек сразу выложить. Ингредиенты. Так, сказали мне на среднем огне жарить, поджаривать, подрумянивать, чтобы он снаружи корочкой взялся, но не сгорел при этом. Внутри остался мягким и прогрелся. Поэтому ставлю на пятерочку. У меня 9 максимум режимов, ставлю на пятерочку. Капельку масла сюда, оливкового. Размазать масло. Так. Так, сковородка прогрелась немножко. Кидаем на нее тост. И вот так надо придавливать пальчиками или лопаткой. Я пальчиками придавливаю, чтобы равномерно поджарилось. Что-то не жарится. На шестерку поставлю. Уже дым от сковородки идет. Горит. Горим! Ждем корочку, чтобы хлебушек прогрелся внутри. Вообще, как сказали мне мои бездушные друзья, Gemini и GPT, что это чуть ли не идеальный завтрак. Тут есть углеводы медленные в цельнозерновом хлебе. То есть они дают долгое чувство сытости, не просто как воздушная булка. И насыщают нас энергией на какое-то время. Сырок для вкуса, где не очень толстым слоем. Авокадо. Вообще, я думаю, о пользе авокадо сейчас каждый утюг говорит. Не знаю, насколько это маркетинговый ход или правда.
Ну, вроде полезно. И рыбка. Рыбка, лосось, омега-3. Полезные насыщенные жиры для женского организма. Тоже мега полезно. Поэтому кушаем без зазрения совести. Вот такой легкий завтрак. Пойду поем. Не сдержалась и сделала еще один бутербродик. Очень вкусно. Вот с этим цельнозерновым хлебом я его, конечно, не оценила изначально, но вкус намного лучше, чем с белым. Рекомендую. Выпью кофе. Что-то в последнее время много кофе стала пить. Ничего, организм требует. Значит, будем пить. Ну, я кофе пью с молоком. Это молоко со вкусом кофе. И скушаю батончик. Половинку, наверное, может целый. Не знаю. Это хорошие батончики. Не все протеиновые батончики, которые вы видите на полках, они полезные. Нужно читать состав. Этот по составу хороший. Тут практически нет сахара, много протеина и нет всяких жировых и лишних добавок. Все, нужно сесть помонтировать немножко. Вот так выглядит мое рабочее место. Компьютер, мышка, вода и всякие записи полезные. Я еще новичок в монтаже, поэтому записываю свои действия и пользуюсь ими. Все, пару часиков сейчас уделить на YouTube на монтаж. И что-то дальше буду делать. Что-то важное. 2 часа просидела за монтажом. Ушла в него полностью. Но нужно делать что-то и по дому. Сегодня я хочу подклеить. Тут у меня от стенки отходит изголовье. Была очень влажная зима. Стена тоже влажная, потому что она на улицу выходит. И отклеился картон. Вот видите, оно в стену хорошо держит, а сам картон отклеился. Я эти изголовья делала сама. Тут 2 слоя картона, слой поролона и плед вот так вот разрезанный, пушистый, завернутый, набитый степлером сзади. И это все приклеено к стене. Потому что наш хозяин нам дал кровать, просто 2 матраса и 2 такие подставки на ножках. Все, это была наша кровать. Голая стена, стену нужно было заделать как-то. Вот занималась творчеством. И во второй спальне тоже отходит тут. А где она? Вот она тут слегка отходит. Я не знаю, может я ее... не, вот это вот. Вот она. Та же история, только тут она от стены оторвалась. А как ее тут подклеить? В общем, нужно будет сейчас подклеить, подпереть, чтобы оно до вечера высохло все. Буду подклеивать изголовье. Там, где у меня картон от картона отошел, буду использовать клей ПВА. Вообще для бумаги, для картона человечество еще не изобрело ничего лучше, чем ПВА. Это лучшее средство. Вот так вот аккуратненько отодвину и залью сюда его. Вот так. А теперь придавлю это все тяжелым предметом к стенке. И пусть высыхает, приклеивается. Вот мой тяжелый предмет. Ай. Боже, одной рукой это вообще невозможно делать. Такая конструкция получилась. Все, пусть сохнет. Я клеила его уже и строительным клеем, и бетонным клеем, и грунтовку на стену наносила, чтобы лучше сцепление было. Все равно почему-то отваливаться. Вообще, наверное, была не очень хорошая идея делать такие изголовья, клеить их просто на стену. Хочу еще листики у пальмочек у моих попротирать. Я тут уже протерла половину, не включая камеру. Нужно было включать. Это уличная пальма. Мы взяли отростки. Какую-то пальму срезали, она просто валялась, умирала. Мы взяли от нее розетку. Розетка, такой отросточек.
И вот она у нас теперь растет. Простояла... Сколько она простояла? Чуть ли не год, наверное, полгода точно. Просто в воде пускала корни, не умирала. Теперь вот растет в горшочках. Уличная пальма. Растет у меня на балконе. Украшает балконное пространство. И хочу еще вот эти вот горшочки сейчас промыть. Видите, какой налет образовался. Хочу их снять и помыть, чтобы было эстетично все. Видите, как некрасиво стекает земля с корней. И сейчас залью их кипятком, чтобы убрать всю эту химию наверняка. И вот еще белый домашний цветок оттарабанила сюда, поставила и тоже залила от налета этим средством. И крышечку из-под него тоже залила, потому что это смотрится максимально неэстетично. Если на серых горшках еще более-менее, то на белом горшке это ужасно. Белые горшки это, конечно, красиво, но в уходе немного проблематично. Ну что ж, сама выбрала, сама чищу. Смотрите, пена прям рыжая становится, отходит все. Я не знаю, что это за средство, не реклама. Какое-то купили. Вот она для всего, для плиты, для гриля, для посудомойки, даже для одежды подходит. Какое-то мега универсальное лимонное. Непонятно. Но работает. Это главное. Вот видите? Отмывается. Вот этот дружок у меня какой-то неживучий оказался. Вот видите, засыхает по чуть-чуть. Но это гортензия, вообще это садовый куст, его нужно в почву высаживать. Но я хотела, чтобы он у меня рос дома. Видите? Плохо растет. Сейчас пообрезаю все вот эти обсохшие веточки. Может реанимироваться, может он вообще отцветает просто уже. Свое отцвел. Неизвестно, неизвестно. Вот так безжалостно общипала куст. Все засохшее, вяленькое. Убрала, чтобы оно не тянуло силы с него. Вот такой вот он у меня полысевший остался. Сейчас я думаю, может его вынести на балкон, попрыскать водой. Кто знает, гортензия любит купаться под душем или нет. Но в любом случае она будет сегодня купаться. Все цветы у меня отправились на балкон, на летний душ. Сейчас буду их опрыскивать. Тут у меня огурчики растут. Этот что-то не хочет расти. Мы пытались его спасти. Долго и нудно, но все. Никто не видел. 2 здоровых, 2 живых. Будут расти 2. Может, и 3-го втыкнем сюда. Потом в серединку какой-то новенький, который хочет жить. Моя трава, которая должна зацвести к лету. Такая длинная. Я не помню, как называется. И тут другой сорт. Эти у меня будут цвести фиолетовыми цветочками. Длинные будут цвести белыми цветами. И будет красивый такой фон задний. Много зелени. Фиолетовый и белый. Уличные пальмы, гортензия многострадальная. И Бенни. Стирка.
Да, заливаю порошок стиральный. Залью немного моющего для посуды. У меня там кухонные полотенца стираются, они все-таки немного жиром пропитаны. И кислородный пятновыводитель. Шикарный микс. Рубрика «Кулинарочка». Такая красота! Гнездышки из фарша с сыром и с грибами. На ужин будет радость. Ням-ням-ням. А еще я сегодня хотела подклеить стол на балконе. Видите? Пластик вот этот подходил. Там вообще целое кольцо съехало. Буду все это делать клеем пистолетом. Сейчас жду, пока он прогреется. Буду клеить. Меня мамка еще спрашивает, не скучно ли мне дома самой. Нет, мне не скучно. У меня есть чем заняться. Я вообще не знаю, как наши мамы, бабушки, наше взрослое поколение следило за домом, как они все успевали. Если ты работаешь 5, а то и 6 дней в неделю, приходишь вечером домой, но явно после работы ничего не хочется делать. А там еще приготовь на всех, на всю семью, обычно большую, если мы берем женщин, людей из сел. Приготовь, накорми всех, помой за всеми посуду, благо у меня посудомойка облегчает мне эту жизнь. Перестирай все вручную. Представляете? Ужас. Пылесосов тоже не было, веником все подметай. Помой полы. Я не представляю. Я вот тут не работаю, вот у меня весь день прошел в цветах, в каких-то мелких ремонтах, в стирках. И это нас 2 человека живет. Ой, тяжко было, конечно. Закончился стержень. Ну, как всегда, на самом интересном месте. Все, вот так вот теперь это выглядит. Вы не подумайте, я понимаю, что пластик к железной балке клеем-пистолетом крепко приклеен не будет никогда. Но мне это не нужно. Оно не несет никакой мощной физической нагрузки. Если она просто будет висеть и держаться, то меня это вполне устроит. Так как квартира не наша, квартира съемная, мне просто хочется, чтобы оно мне все было эстетично в глазах. Намертво железобетонно я это приклеивать не планировала. Вообще в идеале поменять этот столик. Но это уже вопрос не ко мне, а к хозяину квартиры. Посудомойка. Достирала уже. Раз, два. Подставка под тарелки тоже у меня стирается. Смотрите, чистенькая. Сейчас разберу ее. И нужно будет еще немножко поубирать. Но это я, скорее всего, снимать не буду. Неинтересно. Пошла выкинуть мусор. Смотрите, особенности испанских квартир.
Видите, ручка посередине двери. И тут обычная, но в большинстве случаев это выглядит вот так. И еще у нас тут подъезд без окон. Видите? Нет стекла, просто выход наружу на улицу. Вот у нас ливень пошел. Маркизу открыла полностью, чтобы она попадала под дождь и помылась. А то вся в пыли, я все думала, как ее помыть снаружи. Ну, дождик сам ее помоет. Красота какая. Ливень. Удивительное явление в Испании. Но не в этом году. В этом году очень много дождей, очень влажно. А так обычно в Испании, в нашем регионе, дождь бывает... Сколько там? Средняя продолжительность дождя 4 дня в год в Аликанте. Класс, ливень. Пока снимала видео, пока наслаждалась дождем, забыла совсем, что у меня окна открыты. А дождь в эту сторону идет, видите, подзалило немножко. Сейчас нужно закрыть окно, попротирать водицу. Вот смотрите последствия дождя. Вон пляжная линия как идет. И дальше она так идет. Вот там дальше продолжается. А тут вымыло все. Тут уже камнями крупными после прошлого шторма укрепили набережную, чтобы дальше ее не размывало. Но тем не менее, когда море штормит, оно добивает почти до тротуара, до жилой зоны. И только в этом месте. Дальше пляжная линия нормальная, цельная. Вот так выглядит мусор у осознанных граждан. Отдельно общий мусор, отдельно пластик, отдельно стекло, да, в отдельный контейнер пойдет бутылка, отдельно картон. Пойду выносить. Кто-то кровать у нас выкинул. О, какие молодцы. Не вылазит. Ладно. Тогда это оставляется просто так. А на этом у меня все. Всем пока-пока и до новых встреч.